Всем привет! Снова я рада всех видеть на своем канале. И сегодня, после моего долгого отсутствия, как вы уже поняли, мы будем сегодня смотреть мое новое творение, мое новое изделие, которое я связала после коррекции зрения. Ну и как вы уже знаете многие, что я сделала коррекцию зрения 2 месяца назад, и долгое время у меня правый глаз не приходил в норму, доставлял мне какой-то дискомфорт, и я думала, что это все, нужно будет его корректировать заново, там подкорректировать. Вот, но где-то через 1,5 месяца, само собой, как-то он восстановился. А была вообще до этого, вот именно на правом глазу, такая пелена постоянная, что просто, вот как бы, немножко раздражало это все дело меня и беспокоило. Я, все равно была довольна, что я коррекцию сделала зрения, и все-таки надеялась, что, как и врачи говорили, что глаз восстановится. И вот на самом деле он уже, как бы, в принципе, наверное, в порядке. И если было в начале, то есть где-то 1,5 месяца у меня один глаз, вот этот правый, видел хуже, чем левый, то есть на левом была полностью единица, а правый видел хуже. И тоже вот этот дисбаланс, вот этот вот меня немножко напрягал. Но сейчас, когда я так всегда проверяю один глаз, закрою второй глаз и смотрю, что они, видят, по-моему, даже одинаково. Поэтому все прошло удачно. Не знаю, насколько хватит этого коррекции зрения. У меня было исходное мое зрение минус 3,75 на правый глаз и минус 3,5 на левый глаз. Вот сейчас наверное, может быть даже, по единице, наверное, есть. То есть хорошее, потому что я вообще все это запланировала для того, чтобы поменять потом водительское удостоверение, сходить медсправку сделать. То есть вот это все у меня закрутилось в одно время, закончилась медсправка, и я подумала сделать коррекцию зрения. А потом нужно было месяц ждать, чтобы, то есть в течение месяца, не позже, то есть не раньше месяца нужно было пойти за справкой, делать справку на водительское удостоверение. Вот. И когда я уже проверялась там, то есть все было, отлично, все в порядке. Вот. Что я хочу сказать по поводу сегодняшнего видео. Вообще, до коррекции зрения я планировала и думала, что видео у меня будет на ту розовую кофточку, которую вот я вязала с Ирюшей, то есть из последних моих видео, там, вы помните. Так как у меня вот это все закрутилось, потом начались проблемы, что один глаз не видел, и я уже немножко закинула именно записи вот эти вот, а записи я вообще не люблю эти делать. Записи я имею в виду бумажные, как я там что делала, то есть если я пишу, а потом, когда уже готовлюсь к видео, я уже так стараюсь все так более четко расписать. И, в общем, у меня тогда было как-то не сильно настроение. В общем, я забросила, немножко призабыла, хотя видео у меня есть тоже на эту тему, как бы процесс самого вязания. Но я думаю, что я его выложу, потому что кофта на самом деле получилась, нет, не могу сказать, что она неплохая, она получилась классная. На самом деле получила я очень много комплиментов вообще вот со стороны людей, по поводу модели, по поводу самой даже пряжи и по поводу в целом изделия. Вот. А что касается сегодня моего нового изделия, которое я вот связала буквально пару дней назад. Изначально, как уже лето, жарко, я планировала связать какой-то топ. Естественно, у меня уже начинаются не какие-то кофты, потому что в кофтах мы уже не ходим, а уже что-то такое вязаное, типа облегченное. Вот. И планировался это у меня топ без рукавов. Но, как вы знаете, я огромный любитель фонариков.
И вообще люблю, в принципе, прикрывать вот эти места, так как уже с возрастом у нас не очень получается, ну, у многих возрастные какие-то изменения, и, скажем так, я больше люблю руки вот здесь хотя бы прикрывать. И поэтому возникла сама по себе эта идея, ну, а также у меня есть много таких кофточек, которые я из трикотажа шила. И вот сама идея и задумка, я подумала, почему бы нам не сделать именно вот такие рукава-фонарик к нашему топу. Тем более, что я выбрала пряжу здесь акриловая, с Слонимского комбината. Она достаточно, ну, легкая, не жарко в ней. Вот, и добавила люрексную нить. Это, сейчас скажу, это вот эта ниточка, вот у меня было 4 моточка, я так давно хотела что-то сделать отделку, это вот моя проказница, разгильдяйка маленькая, сотворила Мишелька вот такое вот чудо. Ну, вы знаете все эту, наверное, нить, Ярнард, камелия. Вот, я потом в описании все это оставлю, как правильно называется вот эта ниточка. Вот, это вот у меня серебро, у меня один моточек был. А вот такого золото такое, у меня их было 4. На вот это изделие пошло 3 моточка. Ну, а вот это 4 у меня вот моя подруга Мишелька вот так вот натворила. Вот. Положу в пакетик, может быть, вдруг я что-то с этим сделаю когда-нибудь. Ну, а по основной ниточке, эта ниточка вот такая. Это бобинная пряжа, Слонимский комбинат. Вязалась, и вы, как все уже понимаете, что это за рисунок, за схема. Это у нас пресс, получается, двухцветный. Вязала я с помощью компьютера, программы, не ручной, это был отбор игл, а когда включала, ну, то есть при помощи программы, в общем. Само изделие, вот где соты сами, да, связано в 3 сложения, резинка тоже в 3 сложения, ну, а вот эти вот господи, как они называются, бейки, не бейки, а планки под резинку в 2 сложения. Вот. Что хочу сказать по поводу вот этого самого рисунка. Если вы помните, я когда-то вязала давно, и у меня видео еще есть, когда я вязала серую кофту, я сейчас вот покажу вам, и сейчас вот наглядно расскажу про нее. Вот, это моя кофточка, которую тогда я вязала, и именно в мастер-классе я показывала, как делать ручной отбор для вот вязания вот этих сот. И что я вообще в процессе заметила вообще по вязанию самого этого рисунка, самой этой вязки, что вот соты, ну, то есть вот это прессовое вязание, техника, делает полотно как бы более широким, но высоту оно уменьшает. То есть тут лучше делать всегда с запасом, потому что когда уже при сборке, как и эти рукава, они получились, ну да, они получились короче, но за счет того, что тут этот такой рукав пышный, оно, ну, как бы не смотрится, что как будто подстреленное, потому что сам рукав большой, как будто так и надо. Но вообще нужно это учитывать именно при вязании пресса. А так, в целом, я очень поняла, что я очень люблю вязать этот рисунок. Мне очень нравится вот эта фактурность рисунка самого. Вот. И изделия получаются такие, ну, там даже воздушные. В общем, когда я отвязала много разных не узоров, а образцов
пресса, брала очень тоненькую нить, вот эту вот, которую тоже я показывала, совсем в бобинке, в катушечке такой, люрекс, и брала в одно сложение, помню, акрил, и белое с белым. Ну, все получалось очень красиво, но мне надо было просто использовать эту золотую нить, причем сочетание золота с белым, это всегда нарядно. Ну и тем более под солнышко хотелось что-то так, знаете, чтобы блистать. Вот, ну и вот получилось вот такое у меня изделие. Примерка будет. Сейчас мы немножко рассмотрим поближе, я расскажу просто более так детально. Вообще, ну, в принципе, тут нечего даже как бы и рассказывать, но расскажу, что дальше будет видео, что именно в этом видео я буду показывать, как я вяжу. А по расчетам я уже все практически записала, и на Яндекс.Дзене буквально сегодня-завтра добавлю фотографии и выложу уже с расчетами. Но очень важно хочу сказать один момент, так как я уже сказала, что пресса вот этот вот сотый, там может быть и другие какие-то схемы, рисунки пресса тоже также расширяют, но в высоту уменьшают полотно, то я бы, скорее всего, уже, если следующую бы делала бы модель, не модель, а изделие такое же, допустим, по этому уже подобию, да, чтобы я сделала это, увеличила вот это расстояние, но это под себя. Не хватает, вы потом посмотрите моего расстояния этого. И еще один момент. Я буду в этом видео показывать, как я вяжу рукав. Рукав я вязала сразу, начинала с полотна самого рукава без резинки. В принципе, вот в этой кофте то же самое было. То есть я начинала с самого полотна, а потом я подвязывала вот этот вот манжет. И немножко я не учла то, что оно мне ну, никак не повлияло, скажем так, на изделие в целом, на посадку на мою. Но вообще это я что-то не учла. И, скажем так, тут у меня получается же этот фонарик, и резинка у меня, почему я ее потом подвязывала, чтобы этот фонарик, ну, собрать. Так вот, резинку я брала на 31, 62 2 иглы, если по верхней игольнице смотреть, по верхней и по нижней. То есть по верхней 62 и по нижней 62. Это промышленная резинка. То лучше бы было бы, конечно, взять, ну, может быть, даже по 70. И, соответственно, здесь поменьше убирать петель для формирования вот этого вот фонарика. Он бы не, ну, в принципе, он не сильно бы там отличался бы, то есть пышностью своей. Вот. Что по поводу вязания самого рукава, будет интересно. Здесь получается, что я начинала вязать само полотно. Оно, понятное дело, прямое было, без всякого. И я начала запускать, получается, окат рукава, да? Окат рукава я запускала частичным вязанием. И запускала там сначала по шестерке, потом по тройке, по двойке, а потом по одному пошла вот так вот в одну каретку, а в тавите. В одну сторону провела кареткой, выдвинула, во вторую, и вот так вот до определенного какого-то тут вот ряда. И здесь получается, что я взяла потом золотую нить, это специально было сделано, чтобы был вот этот вот маркер, вот этот вот разделительная, скажем так, полоса, с помощью которой я бы понимала, какие петли мне поднимать для планки. Вот. И, значит, дошла, допустим, до того места, когда я связала, ну, то есть закончила свои запуски частичным вязанием, то есть уменьшение частичным вязанием.
я добавила вот эту золотую нить, провязала сначала одну сторону, закрыла, то есть не закрыла, а то есть ввела в работу половина игл, которые стояли в нерабочем положении, задвинула их в работу, провязала. И назад, когда пошла, тоже задвинула или отключила рычажки частичного вязания и провязала назад. И провязала также, то есть получается у меня все иглы, все работали, все провязывали, значит, уже вот этой золотой нитью. И вот когда я уже померила, ну, знаете, как это получается, когда ты уже какую-то вещь делаешь впервые, у тебя начинается бесконечная примерка. То есть ты смотришь, надеваешь на себя ее, и, значит, около зеркала ты начинаешь вот так крутиться, и так не так, и это не так, и так, то есть вроде бы ты как бы привыкаешь к этой вещи, потому что она у тебя, скажем так, первая, и ты понимаешь, что где-то надо что-то было сделать не так, где-то надо что-то вот так вот сделать было, и даже, скажем так, все равно идет вот какое-то вот такое привыкание к ней, что даже сразу, допустим, может быть такое показаться, что тебе даже и не нравится это, но потом ты так вот присматриваешься и так, там, допустим, с чем носить, и ты уже как бы привыкаешь. У меня вот на самом деле со всеми вещами вот такое происходит. То есть сразу даже мои все вот эти вещи, которые я вязала или шью, они могут мне не прям так вызывать какой-то восторг или я довольна собой, своей работой. Но потом в процессе и уже даже потом я думала, о, как красиво я сделала. Вот так получается. Так вот, и когда я уже примерила это на себя, этот топ с рукавами, я не сразу поняла, я уже потом пошла в кино, я пришла, и там, понимаете, вот не хватало вот тут вот это вот место, то есть на плечо вот это, оно иногда там спадало, там, допустим, и оно как бы, в принципе, не напрягает, то есть эти же модели и так и носят, они там могут и на плечи спадать, но все равно. И я потом поняла, что нужно было вот эти ряды, то есть полностью, да, провязать еще больше. Тем самым я бы подняла бы больше, получается, вот захватила еще часть плеча, и оно бы сидело бы глубже. Но, в принципе, и так, вы посмотрите, и так хорошо, но вот не хватает вот закрытости вот здесь. Так, после золотой нити, как вы уже понимаете, я перешла на планку. Планку делала на одной фантуре. Планка была у меня уже изначально продумана под резинку. Резинку не то чтобы она стягивала. Во-первых, я не понимала, как бы расчетов у меня сильных не было таких. Это все как бы на глаз. И я понимала, что в любом случае планка, резинка, она будет как бы фиксировать вот эту бейку, эту планочку на плече. То есть просто отдавать каркас такой. Вот. И, значит, что? Значит, планку я связала. Где у меня начинается золотая или заканчивается нить, я уже понимала, что мне надо, значит, перебросить эти петли, и закрыла через колок. Вот так и получилось. И еще по поводу вот этой резинки уже в процессе, когда я ее вставляла, я уже в видео потом тоже показывала, что я ее немножко натянула и подшила. Так вот, слишком я ее натянула, лучше делать прямо в размер, в длину этой планки, в длину этой планочки. Вот, потом я ее достала, заменила на другую планку, и сейчас мне уже, в принципе, все устраивает. Ну и еще получилось так, я уже видео хотела снимать вчера,
Но я уже поносила, даже где-то там что-то заляпала, думаю, постираю. Не знаю, с какого перепугу я включила стирку там вместе с белым, чем-то я была зачарована, в общем. Вместе с белым стирала и включила стирку на 50, вообще практически никогда я не стираю на 50 градусов, но вот тут вот не знаю почему. И когда я достала, такая думаю, так, что-то оно у меня в размерах уменьшилось. И, ну, я так расстроилась, потом повесила сушиться. Сегодня, значит, достаю, вроде бы как оно опять стало на свои места, но все равно немножко оно уменьшилось. Хотя у меня есть с этой же пряжи кофты, и вот как я заметила, и я их тоже однозначно стирала на 50% градусах, и с ними, ну, реально ничего не происходит. То есть у меня вот она как была такая большая, я даже хотела, чтобы она немножко там скаталась, а она все равно вот такая большая, там моя кофта, которая с сердцем, с красным. Вот, ну, и когда она уже высохла, в общем, как и стирать, как и гладить я не умею. Я себе сказала, Таня, ну ты как всегда, вот это вот не твое. Сегодня она уже когда высохла, я примерила и так смотрю, и нормально, в принципе. Ну, если там было раньше на 44-46 это такой размер, то сейчас 42-44, ну, может быть 46, в зависимости от грудной клетки, там, у кого вот как. И вот, это такая история. Сейчас я сделаю примерочку, может, еще что-нибудь вспомню и расскажу. Ну вот, так эта модель смотрится на мне. После стирки и рукава немножко стали меньше, не такие объемные после моей стирки неудачной. И не хватает, как я говорила, вот этого немножко захвата еще чуть-чуть плеча, чтобы оно держалось. Ну, оно хорошо за счет беек держится, но все равно не все могут, наверное, себе позволить носить какие-то изделия без белья. Ну, в принципе, тоже силиконовые шлейки или как они там, бретельки можно использовать, и тоже хорошо. Сейчас покажу, вот тоже там вот на спинке больше отчетливо видно, что бретелька видна. И по поводу того, еще тоже хочу сказать, я уже это акцентировала внимание, когда записывала именно описание и расчеты к этому топу, что когда я запускала окат рукава, то, как я говорила, что я начинала там шестерки, вот сейчас мы это все будем делать, то лучше запускать, поменьше брать. За счет чего, ну, чего тут не хватает? Тут не хватает вот именно вот этого места, наверное, растянуть сюда вот поближе. Ну вот как я вижу, да, вот этот вот момент. Мне кажется, вот не хватает. И то, что я говорила, что провязать еще вот таких вот, не знаю, сколько-то рядов. И еще можно, я не до конца, не до последней петли делала автозапуск, вот это автообвитие, то есть уменьшала. То есть на каком-то промежутке у меня, по-моему, оставалось или по 10 слева, 10 справа, то можно и до конца было вязать вот так вот, это, а потом, и ничего страшного, если резинкой, все равно мы резинкой тут, получается, немножко можем стянуть. Вот. И еще я, кстати, не сказала еще одну очень важную вещь по поводу резинки. Так как это акрил, и акрил не как полушерстяная моя любимая пряжа, а акрил не совсем так хорошо держит форму, как вот полушерстяная, да, если мы резинку там сделали, растягиваем, она опять стягивается.
Здесь я не делала, не брала стабилизирующую никакую нить, просто вот вязала, потому что это был мой очередной новый проект, и я хотела уже что-то новое связать, у меня уже руки там чесались, хотелось вот что-то выпустить в свет новое. И поэтому я уже на эти всякие детали не акцентировала внимание. Но вот когда я первый раз надела, там, допустим, я так и пошла в кино. Меня ничего не смущало. И что нитки вот тут, вы знаете меня, что я даже и с нитками вот так заправлю, и уже все. Главное, что уже готовая вещь, и все, такая деловая пошла. Я вот так заправила все нитки и пошла, побежала. И только вот сейчас, перед тем, как записать это видео, я уже такая, ну, думаю, мне надо уже все-таки заправить нитки. А так, если бы не видео, я бы их и не заправляла бы, и они бы у меня вот так вот и так бы относила бы, наверное. Вот. И, в общем, вот это момент, он, вот низ, то есть начало резинки, он как бы фалдит так неаккуратно. Вот это очень заметно в моем видео в Инстаграм. Вот там я уже вот сразу, вот, кстати, я тогда не стирала, оно такое более такие рукава чуть-чуть даже пышнее были, и здесь так немножко, наверное, и пышнее было. Ну, и вот там очень было заметно, что вот резинка, низ резинки, начало, да, он вот так вот край этот фалдит, ну, не очень, скажем так. Я уже с таким сталкивалась, и что я делаю в этом случае? Я беру вот этот пруточек, конечно, желательно это все делать, когда еще, значит, в деталях, это все отдельно в деталях. Так будет удобнее, но я же говорю, что мне надо было быстро, я на детали не обращала внимания, и потом в конце уже, кстати, я сделала только перед, а сейчас вместе с вами, я сейчас вам покажу, как я делала, и я покажу, что я делаю вообще, чтобы убрать вот эту вот волну, неаккуратную волну начала резинки на акриле. Ну вот смотрите, вот эта сторона я уже, это у нас лицо, не лицо, а перед, я уже делала этим способом. Эта сторона немножко топорщится. И, может быть, она на видео не видно, но она на самом деле вот так имеет свойство топорщиться. Это акрил. И вот я беру, кстати, это не только акрила касается, это и других видов пряжи тоже. Я беру вот этот пруточек, взяла и протягиваю в первый самый вот ряд, где вот эти барашки, петельки, да, начало, вот этот завяз нашего изделия. Пруточек это от гребенки. И вот так вот я, вот смотрите, моя, где моя Мурочка, Жасминка, моя девочка, красавица. Чему ее красавица? Потолстела уже. А старшая кошка у меня заболела. Ой, долго я ее выхаживала. 3 недели кормила, что-то у нее, ну, она старенькая, у меня беленькая кошка, бусинка. И заболела она. Так, я вот держу. Заболела. И врачи, эти ветеринары говорят, ну, что вы хотите, она же у вас старая. Такие кошки, это у меня экзотические кошки. Экзотка, вот это вот Жасминка молоденькая, которая у меня длинношерстная экзотка, а Буська моя
ей 15, где-то 14-15 лет. Она у меня краткошерстная, плюшевая. Ну, они говорят, ну, вот старая печень, тролливали. Ну, и она перестала есть. Перестала есть вот 3 недели назад. Ну, ее рвало, в общем. Рвало, перестала есть. Но я начала ее уколы, и все равно они говорят, ну, типа, что пробуйте. Ветеринары говорят, пробуйте. В зависимости от того, какая кошка, скажем так, какой у нее организм, справится ли она сама с этой болезнью. Ну и, скажем так, у нас не было, ну, было вообще первое время, ну, мы опустили руки, я опустила руки, и не то чтобы опустила, я думала, что все, она не выживет. Вообще не ела 3 недели сама. Я ее из шприца кормила паштетом, покупала детский паштет и поила. Вот, ну, а сейчас вот уже второй день, вот, ну, лекарства давала, конечно же, и вот сейчас уже второй день она начала есть сама, самостоятельно, сухой корм. Вот, в общем, вот такая вот история. Ну, вот так вот я надеваю. Сейчас я покажу, как. Вот часть взяла. И вот, допустим, я уже надела все вот эти петли. И даже желательно вот в таком стянутом виде, ну, вот желательно, чтобы все это было аккуратненько, все тогда. И чуть-чуть отпарить над паром. Ну, то есть утюг не прислонять к изделию, ну, к резинке, а вот просто паром пройтись. И все. Сейчас я вот сделаю это и приду покажу, как изменилось. Ну вот, я вот в таком виде, вот именно в таком виде, немного пару раз паром обдала сверху. И сейчас, подождите, на весу немножко неудобно захвачу. Да, во-первых, надо дать немножко остыть. Ну что ты хочешь поиграться с этой штучкой? Да, не дам, разгильдяйка. Вот. И оно сразу как бы приобретает аккуратный вид. Вот. Оно не растягивает полотно. Видите, тут уже после стирки, а здесь вот я только что сделала. Оно не растягивает, просто дает аккуратный вот этот край. То есть не фалдит потом. Нет вот этой завернутости, изгибов этих. Также можно пройтись, кстати, по вот этим моментам. Так как вы видите, да, это я не отпаривала, это сама нить не держит резинку. Может быть, стоило попробовать той стабилизирующей ниткой, или как это она, помните, мы делали, может быть, но я говорю, что это все нюансы, которые можно дорабатывать. Вот. Вроде бы я так в основном все сказала, что хотела. Наверное, слишком много я болтала сегодня. Наверное, от того, что я давно с вами не общалась. Столько вам хочу рассказать. Вообще очень много чего хочу рассказать. Но думаю, вы меня не поймете, потому что думаю, так, это вообще-то канал про вязание, Таня. Не грузи нас лишней информацией. Вот. Но сейчас я буду показывать, кому интересно, именно как я вязала конкретно рукав. Ну, а расчеты и описание, вот куда ты лезешь, божечки, сейчас свалишься. Расчеты и описание уже я вот прям выложу на Яндекс.Дзен. Приятного просмотра. Так, уже отвязан у меня один рукав. И сейчас мы свяжем такой же второй. Здесь немножко я не учла то, что у меня рукав, ну, как бы 3/4. И у меня он не на запястье должен находиться, манжет рукава, а выше, вот здесь вот. И поэтому, ну,
Он такой более в обтяжку получается. И можно было бы сделать, конечно, больше его. Но, в принципе, он мне подойдет. Но так хочу сказать, что можно было бы сделать немножко резинку на количество петель больше. И, соответственно, вот то, что мы будем убирать сейчас иглы из работы, делая разбор через один, можно было бы сделать поменьше игл, вывести из работы, для того, чтобы потом в процессе и резинку связать как бы подлиннее, ну, пошире. В общем, вы понимаете, про что я. Сейчас я, значит, провязала несколько рядов дополнительной нитью, и на этом этапе я разбираю иглы один через один. Мне такой вариант больше всего нравится. Начинаю я с серединки. То есть вот эти вот центральные иглы я навешиваю на серединку. И получается в левую сторону иду вот так. Разбираю. Так. Один через один. Направление к центру получается. Ну, тут без разницы, можно начинать из края и в одно направление, но мне так просто нравится больше. И потом, когда я сделаю вот эту сторону, то я перехожу на эту. И тоже разбираю один через один вот так на эту сторону. Направление к середине. Да, забыла сказать, что в работе у меня стоит выбранные иглы 60 влево от нуля и 60 вправо. И вот сейчас я, когда перебрала все иглы один через один, 3 крайние слева и справа я оставляю не разобранными, они вот так вот будут в работе. А потом уже идет у меня через один. Сейчас на этом этапе я ввожу основную нить, она у меня белая, и на каретке я ставлю плотность 2. Ставлю плотность 2 и ввожу в работу основную нить. Счетчик у меня включен, и провязываем ряд. Так как плотность после дополнительной нити, потому что нить дополнительную я вязала на 7 плотности, и перепад такой, то могут петли вот эти вот быть не все провязаны, поэтому вот так вот пальчиками я их подправляю. И когда после того, как я подправила уже, чтобы оно лучше провязалось, можно выставить все в работу иглы. Все мы выставляем в работу иглы. Так, сейчас что-то вот здесь. И заодно проверяем, чтобы так, все иглы выставлены. И провязываю на плотности 2 еще один ряд. Сейчас я на каретке поставлю плотность 7. Это основная плотность нашего изделия. И провяжу еще 2 ряда.
теперь нам надо подключить компьютер и выбрать нашу схему, рисунок. Так, это у нас, я сейчас и не вспомню, что это за, ну, это прессовое переплетение. А какой номер в программе, сейчас не вспомню, но посмотрю и запишу в описании к этому видео. Значит, компьютер у меня включен. Перехожу на вкладку вязания. Выбираю многоцветное фанговое фанговое прессовое, многоцветное фанговое прессовое. Смотрю, значит, что у нас по настройкам. И устанавливаю на каретке такие же настройки, как нам подсказывает программа, на букву Т. И все, больше ничего мы не делаем. Возвращаемся в эту вкладочку. И еще что нам осталось, это мне осталось, это добавить нить вторую. Я возьму новый клубочек, моточек, бросовую нить уберу. Так, новый моточек возьму, на рукав где-то уходит вот один такой моток, вот такой пряжи. Так, все, включила программу и посмотрела на магнитные датчики. Они у меня сейчас стоят больше, чем основное полотно, которое мы будем вязать. И начинаем мы свой рисунок этот с основной нити. Обязательно мы должны повесить грузики, потому что пресс нужно вязать с хорошей оттяжкой. Так, мы вот так мы вяжем. Сейчас мы начнем, и я сейчас гляну, до 124 ряда. И со 124 ряда у нас будет запуск проймы. Вот. Двухцветный фанговый пресс вяжется с разной периодичностью смена нити. В данном случае у меня 4 ряда идет основной ниткой, а потом я меняю ее на вторую. Это вот этот люрекс. И 2 ряда люрекса. Вот так. Вот в таком режиме. Сменщика нити у меня нет. Меняю нить я вручную. 2, 4. Главное доводить каретку за датчик этот. 4. 2 ряда вот этой. Раз. Вот. И таким образом вяжем до 124 ряда. Так, до 124 ряда, да. Встречаемся на 124 ряду. На счетчике у нас сейчас 124 ряд. И сейчас будет немножко сложнее, так как мы будем сейчас запускать пройму. И нам нужно будет контролировать, будем запускать пройму частичным вязанием. И нам нужно будет контролировать и
закрытие, ну, убирание петель из работы и также рисунок. Вот. Для начала мы ставим рычажки частичного вязания в положении 1 слева и справа. И у нас вот мои расчеты, это мы дошли до 124 ряда. В 124 ряду у нас минус 6, минус 6. В принципе, можно делать немножко другие. Можно было поставить и минус 5, минус 5. Ну, вот будем делать так, как я вязала. Вот и этот вот рукав. Вот он. Окат у меня рукава получается. Вот он. И еще хочу сказать, что можно запускать на самом деле поменьше. Почему? Потом посмотрим, в принципе, как оно получится уже в готовом изделии. Вроде бы как я все влажу, но можно было бы сделать, чтобы этот запуск был еще больше, то есть в высоту выше. Вот, поэтому тут все индивидуально. Посмотрим в итоге, как будет на мне эта вся модель садится на мой размер. Вот, а потом уже сделаем выводы. Так как я никакие расчеты не делала, то есть у меня не было схематично, это был такой экспромт. И поэтому уже мне нужно сделать второй рукав по расчетам первого рукава. Поэтому в 124 ряду я закрываю, то есть вывожу из работы по 6 игл справа и слева. То есть сначала мы выводим, каретка у меня стоит сейчас с левой стороны, и поэтому я вывожу в неработу 5 игл. Будем делать автобитием. Провязываем ряд, и шестую мы выдвигаем. И сейчас мы с этой стороны делаем то же самое. 5 ряд и шестую. Если на шестую приходится накид, то я его вручную провязываю и выдвигаю вперед шестую иголочку. 126 ряд у меня по минус 3, значит я получается с правой стороны выдвигаю 2. При этом мы должны не забывать, что мы считаем ряды, чтобы поменять потом для рисунка нить. Сейчас выдвигаю 3, и с этой стороны выдвигаю 2 и выдвигаю 3. И у меня сейчас идет смена цвета нити. Получается, что я должна эту нить убрать за машинку, а эту я вставляю так, чтобы она захватывала последнюю нить, иглу, которая стоит в нерабочем положении. И вот так заправляю ее в каретку. Так, и это у нас 128 ряд. Мы продолжаем уменьшать, выводить иглы из работы. Здесь получается 128, 130, 132, 134 ряд по 2 иглы. Поэтому что там? Что, не допрыгнула? Не надо тебе туда. Поэтому сейчас мы выдвигаем одну иглу, привязываем ряд, вторую, и здесь одну иглу, привязываем ряд, вторую. Смена нити. Также вот на этом этапе, когда мы вяжем частичным вязанием, у нас уменьшается полотно, получается, уменьшается полотно рисунка, да, то нужно не забывать заводить каретку до
за магнитные датчики вот эти, чтобы рисунок не сбился. Вот это тоже очень важно. Так, сейчас мы убираю вторую мою нить и вставляю я основную нить, так же, как я вставляла вот эту вот золотую. То есть, чтобы крайняя игла оставалась у нас, то есть завожу нить за эту крайнюю иглу. Когда каретка будет провязывать, она будет как бы накидываться на вот эту иглу. Так, и у нас дальше идет, мы выводим иглы в нерабочее положение. Опять 2. Сначала одну выводим, вторую, с этой стороны тоже вот провязываем и выводим. И вторую. Продолжаем. 132 ряд. Еще мы выводим. Вот тут вот накид у нас. Мы провязываем вручную. И вывожу потом. Вторая. Здесь вывожу. И вывожу. Так, 4 ряда мы провязали основной ниткой. Идет у нас смена нити. Получается, что сейчас у нас будет 134 ряд. И нам нужно обязательно, вот, кстати, обязательно вот так вот нужно убирать эту нить получается, под иглы. А эту мы продеваем между первой и второй, которая крайняя. Так, что-то я... это последний ряд, там, где мы выводим по 2 иглы из работы. А потом мы будем выводить по одной игле. Так, выводим с этой стороны одну. И с этой стороны одну. Ой, так, что-то натянулось. Выводим. Так, здесь ничего не делаем. И получается, что сейчас на данный момент у меня 136 ряд. И у меня по краям минус по 16 петель. И вот со 136 ряда мы просто выводим тоже как бы частичным вязанием, автовитием иглы по одной. Так, все, заправила основную нить. И будем делать вот так. Когда мы только проехали кареткой слева направо, мы выводим иглу. Она, видите, запуталась. Вот что, как я и говорила, что вот это вот нужно, что-то я не проконтролировала. Это плохо. Ну, не совсем там плохо. Но лучше, чтобы такого не было. Так. Второй ряд. И также не забываем. Так, здесь у меня был накид. Мы его провязываем вручную и выдвигаем. Вот это вот у нас получается автообвитие. И не забываем доводить каретку за датчик. Так. Так, 4 ряда провязали. Теперь меняем. И меняем. То есть не забываем, вот эту опускаем туда, а эту поднимаем сюда, между игл. Так.
меня почему-то идет очень туго. Такая шершавая нитка. Так, все меняем. Лучше это делать вот таким образом. Это упустили, а эту подняли. И так, и главное, чтобы они желательно не путались сами по себе нитки. Так. Да. Вот, видите, я опять не довела. Вот эту вот проблему, конечно, нужно контролировать. Надо доводить, чтобы не сбивался рисунок. Так. Вот таким вязанием мы продолжаем вязать, уменьшая, получается, вот так вот. Мы вяжем. Мы вяжем до 208 ряда. До 208 ряда. И вот мы до 208 ряда вот в таком режиме мы убавляем, то есть выводим иглы в нерабочее положение слева и справа. Также еще хочу добавить, что когда мы вяжем, уже там, ну, вы уже будете ощущать, что необходимо на серединку подвешивать дополнительные грузы, потому что это частичное вязание, и все-таки уже не хватает потом грузиков для этого, как его зовут, пресса. На счетчике сейчас 208 ряд, и сейчас у меня получается по рисунку золотая нить идет. Так, а золотая нить по рисунку по этой схеме, она закрывает все петли, ну как закрывает, провязывает все петли. И сейчас вот у меня остается в серединке, получается, от 0 10 и от 0 влево и от 0 вправо 10 петель в работе. И сейчас мы будем провязывать все иглы с правой стороны. То есть вводим в работу все иглы. Так, и провязываем. Сейчас мы сделаем то же самое с левой стороной. И провязываем ряд. Так, отключаем мы программу, стоп нажимаем. И так, значит, нам эта нить уже не, ну, она понадобится. Но мы можем ее оборвать, белую нить основную. Так, и по моим расчетам, так, отключаем рисунок, отключила, и мы золотой нитью должны провязать 4 ряда, 210, то есть плюс еще 4, 210, 211, 212, 213 золотой нитью. 4 ряда. Рычажки частичного вязания я уже отключаю, ставлю в основное положение. И раз, два, сейчас у нас, так, что тут у нас зацепилось? Здесь, по-моему, что-то зацепилось. А нет, нормально все. Сейчас мы должны вставить белую нить в 2 сложения и на плотности 5. То есть мы сейчас делаем вот эту планочку, вот эту планку. Вот золотую нить мы провязали золотой нитью.
И вот сейчас мы будем делать вот эту планку. То есть я сейчас поменяю белую нить основную. Она у меня в 3 сложения, а мне надо в 2. Поэтому я убираю одну нить. Она у меня с бобины идет. Оставляю только моточек. В моточке у меня 2, получается, нити. Золотая нить нам уже не нужна. Что у нас по планочке? По планке у нас идет 214 ряда в 2 сложения белая нить, плотность 2 до 16 рядов. Потом мы частичным вязанием выводим все иглы через одну и провязываем 2 ряда, 16-17, сбрасываю счетчик и опять 16 рядов. То есть сейчас я сбрасываю счетчик на 0 для удобства, ставлю плотность 5 и вяжу 16 рядов. Рядов провязала, беру вот эту отборную линейку и вывожу в переднее нерабочее положение через одну иглу. Включаю рычажки частичного вязания на каретках и провязываю 2 ряда. 2. Здесь у меня не получилось, ну ладно, здесь у меня закроется. Так, а сейчас я отключаю рычажки частичного вязания, обнуляю счетчик и еще провязываю 16 рядов. Так, 16 рядов. Сейчас я сниму все утяжелители, забыла, как она называется, гребенку, все вот эти вот грузики. И вот эта золотая нить, которую мы делали, она у нас будет служить как бы для маркера, для видимости, что мы должны накидывать, какие иглы мы должны накидывать на иглы. То есть вот я подхватываю именно золотую нить и набрасываю на все иглы, делая этим планочку. Я делаю именно так. Может быть, у вас вы по-другому делаете. Ну, мне удобно именно таким способом делать. Так, ну вот, и перебрасываем все, получается, набрасываем все петли на игольницу. Вот так я
беру по одной, если у меня, и немножко подвигаю. Если у меня более четкий, видно вот так вот, это потом уже получается, то я беру по 3. Но иногда бывает по одной быстрее и удобнее, чем захватывать сразу 3. Ну, может быть, 2 можно. Сильно не натягиваем, потому что петли стягиваются, и потом тяжелее будет набрасывать на иглы. Просто захватываю. Сейчас возьму двухушковый ветер и по 2 попробую. Может, так быстрее будет. Ну, говорю, это все по-разному у всех. Вот петля, получается, стянулась. Ее очень тяжело подцепить. Поэтому по одной, как я говорю, быстрее получается. После того, как я все это сделала, сейчас мы провяжем один соединяющий ряд. Провязываем на этой же плотности, я провязываю. И закроем все петли через колок. Как обычно, крючком. И закрываем, и перейдем к резинке. Все, закрываем через колок. Получается, что рукав вместе с планочкой у нас уже готов. Сейчас мы будем наш рукав довязывать, точнее подвязывать будем резинку. Вот так будем делать, как у меня на этом первом рукаве. И как я уже и говорила, что здесь можно оставить побольше петель в работу и взять, соответственно, резинки побольше петель. Ну, для каждой руки вот как бы это будет свой размер, свое количество петель. Но я оставляю так, потому что я не буду перевязывать. В принципе, у меня все, ну, как бы нормально. Тут проходит рука и нормально как бы проходит. Поэтому вот буду так делать, как и на этом рукаве тоже. Вот так иглы должны быть расставлены. Это будет резинка промышленная. Так, по поводу сдвигов фантуры нижней ничего не могу сказать, потому что после того, как моя машинка тогда упала, у меня немножко тут сбилось именно вот по сдвигам. И поэтому я вот не могу конкретно сказать. У меня как будто бы все перевернулось. П стало H, а H стало П. Ну, вот мне так кажется. Ну, в принципе, я приловчилась, и у меня никаких сложностей тут не возникает. Что хочу основное сказать, что каретка в этом случае, когда мы начинаем резинку для этого рукава, она должна находиться с правой стороны. Я потом на этом остановлюсь более подробно. А пока что, ну вот, ну, многие, кто понимает, а новички, может быть, тоже теряются, как и раньше я не понимала, с какой стороны, когда нужно начинать эту резинку. Так, счетчик у меня стоит по нулям, нить у меня в 3 сложения, плотности до упора у меня 0 до упора, и я начинаю с этой стороны. Подвешиваю гребенку и грузики.
делаю все как обычно, как у нас написано в инструкции. Так, что тут у меня не попадает. Так. Так. Делаем один круговой ряд. Это тоже всем известно, как это делается поднятием кнопок. Делаем плотность, я такую же оставляю, пока 0,0. И сейчас мы делаем сдвиг фантуры так, чтобы две иглы стояли между вот этими двумя иглами. Ну, то есть понятно все, да? Так, и все. И сейчас мы должны поставить по моим записям плотность 3,3. То есть мы резинку будем вязать на плотности 3,3. И белой нитью мы сейчас провяжем 7 рядов до 7 ряда. Так, сбрасываем все настройки до первоначальных. И можем, в принципе, крайние иглы повыставлять вперед, чтобы легче проходило. Так, 3,3. Ничего не надо забыть. Колечко провязывала. Эти можно крайне выдвигать всегда, можно не всегда, но как вяжет машинка. Так, 7 рядов я провязала, и нам нужно... Так, 7 рядов, а тут сколько у меня? Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, скорее всего, что так оно и есть, раз я записала. И сейчас нам нужно поменять нить, сменить цвет. Сейчас я это распутаю. Вводим вторую нить и провязываем. Сейчас гляну. Так, провязываем 8, 9, 10, 4 ряда, а потом 4 ряда белой. Хорошо. Четыре. Меняем. Так, сейчас мы говорим. Ну да, мы меняем всегда с этой стороны, с левой стороны, где каретка. Ой, то есть с левой стороны, в общем. А здесь я так и не распутала, поэтому я сейчас крючком подцеплю и... Так, все, сейчас будет вот так, потому что что-то я ее не поняла, что запутанность такая, поэтому пусть лучше будет так. Вот. И 4 ряда белой. И сейчас мы берем золотой, опять меняем и провязываем 2 ряда. Так, 2 ряда золотой ниткой. Так, 2 ряда белый. И все. Сейчас мы перебрасываем с одной игольницы на вторую все петли. Я опять же буду перебрасывать так, как я всегда перебрасываю. Вы все видели. Мне так быстрее и удобнее. Поэтому вы делаете
так как вам удобно. Так, и немножко при этом случае сдвигаю фантуру, чтобы последняя снятая петля с иглы, она попадала как раз на верхнюю иглу. Так удобнее просто. Вот. Кто-то перебрасывает сначала одну на соседнюю, а вторую, допустим, на пустую. Ну, я не вижу в этом никакой разницы и не вижу смысла делать лишний, ну, скажем так, операцию, движение дополнительное. Поэтому я делаю вот так именно. И так, вот что-то она мне там разбросала. Сейчас я пойду посмотрю. Перенесла я все петли на верхнюю игольницу. Пускаю фантуру. И сейчас мы должны подвязать вот эту резиночку к нашему рукаву. И вот то, что я говорила, почему мы начинали, когда каретка стояла справа. Как я говорю, что многие уже понимают, почему она стояла справа. Потому что сейчас мы будем подвязывать вот этот рукав, но резинка, она должна у нас вот, если вы обращали внимание, как бы она подворачивается немножко, вот так, накрывая как бы вот такой арочкой к руке, то есть вот это лицевая сторона. Так вот, но получается, что лицевая сторона у нас сейчас повернута к нам, вот эта лицевая сторона. И нам нужно надеть наши петли нашего рукава изнаночной стороной лицом к нам. Так, и получится, что мы когда все свяжем, соединим, вот так раскроем, и здесь это будет лицо. То есть вот это вот подгиб, вот этот чуть-чуть, вот, который, да, закручивается край, это у нас лицо, потому что мы начинали с той стороны, каретка у нас. И эти ряды, холостой ход, когда у нас был на верхней и на нижней каретке. Вот, сейчас вот мы берем вот это вот полотно наше, и с любой стороны, с которой вам удобно будет, главное, чтобы все петли мы надели на иглы, потому что здесь у нас, как вы помните, 3 иглы крайние, да, и вот эти игла, она всегда у нас где-то, вот я не могу понять, вот где-то вот тут вот, и ее обязательно нужно не забыть надеть, потому что она спустится. Вот это вот. Так, вот это 3 иглы немножко не плотновато, которые подряд. Ну и все. Вот эти вот, которые большие, вот они, притяжки такие, это и есть петли. Они потом подтянутся. И вот и получается, что дырочек не будет. Вот дырочки будут вот такие вот аккуратненькие, потому что мы начинали на 2 плотности. Вот. Так, ну и сейчас вот так потихонечку мы все вот эти белые, ну, петли, протяжки такие надеваем на каждую иглу. Мне такой способ очень нравится. Рукав получается аккуратным всегда. Так, и вот когда я часть сделала, я вот так подтягиваю немножко иглы назад ставлю.
После того, как мы это все сделали, я сейчас выдвину все иглы в рабочее положение. Переднее рабочее положение, чтобы лучше, легче провязалась машина. У меня стоит плотность 5. И это колечко я провязываю. Все, оно отлично все провязалось. И сейчас мы будем закрывать через колок. Как обычно. Закрываем через колок. У меня получается все время каретка с моей любимой стороны находится. И с этой стороны я всегда люблю закрывать петли. Так, и получается, что рукав у нас готов. Второй. Снимаем. Так. Вот что у нас получилось. А так, нам надо еще снять вот этот вот, снять дополнительную нить. 2 рукава готово. Сейчас принесу все детали и расскажу. Так, вот 2 рукава. Так, вот у меня это перед и спинка. В спинке я уже делала вот этот вот под пройму убавление петель или петель. Так, а вот спереди я не делала. И поэтому я сейчас это все буду делать. Вначале я... Здесь, кстати, я поставила маркер. Здесь нет. В общем, вот это рукав. И он у меня будет, я думаю, что я его пристрочу вот таким образом, вот так. А здесь потом, не знаю, обрежу, или может сначала намечу, обрежу и это, оверлочу, раз так получилось. Ну, в общем, сначала буду пристрачивать к рукава, открытые будут у меня вот эти срезы. Буду к спинке, где-то спинку я положу. Вот, и с этой стороны получается это... Ой, надо убрать эти все нитки. Ниток очень много. Так, а здесь тоже, скорее всего, вот так вот я настрочу в край. Вот эти... Вот так. Все. И вот таким образом будет. Все, сейчас я сделаю и принесу, покажу следующий этап. Так, ну вот я продолжаю дальше. И хочу показать, что у меня на каком этапе сейчас. Сейчас я немножечко подниму повыше, чтобы угол обзора был побольше. Так. Значит, вот я что сделала, это я подшила. Что это такое? Сейчас, Таня, что ты натворила? Что это? Что это? Что это? Шучу, мне кажется, будет очень даже красиво. Значит, в принципе, ну, короче говоря, так как я и уже распланировала и запланировала. Вот смотрите, я тут подшила, как я говорила, вот эти вот части, да, внахлёст. Здесь я начала, ну, не очень красиво получилось. Уже эта сторона получилась поаккуратнее. Здесь я перешью, может быть, не буду. Ну, вот так как я говорю, как мы, это наши новые модели, допустим, проекты, когда мы делаем, они допускаются с какими-то погрешностями и недоработками, потому что это не отработанная модель. Уже следующая модель по такому же принципу, она пойдет совершенно по-другому, будет все гладко и красиво, и подсчет, и мы все нюансы будем учитывать. Вот, а так как это первая моя модель, такая, вот, поэтому я себя, в принципе, хвалю всегда.
Вот. Так что мы будем делать сейчас? Вот смотрите. Я уже как бы думала об этом, как я это сделаю. Я планирую, у меня резинки нет такого размера, это где-то 2,5 сантиметра здесь, да, бейка. У меня есть, наверное, это сколько-то, раз, два, три, ну, может быть, 5 сантиметров или 6, скорее всего, может быть, даже 6 сантиметров. Это резинка 5. Я ее поделю напополам. И сейчас мы отмеряем. Отмерять я буду вот так. Она все равно, она должна не так просто ложиться, а немножко с натягом. Так, но с небольшим. Но опять же, это надо будет померить уже, когда мы будем сшивать боковые швы, вот эти вот, да, соединять, то надо уже будет сделать примерку и понять, насколько резинку потянуть. На данный момент я отмеряю просто вот так, как лежит моя резинка, по вот этой беечке, по всей. Вот так. И вот она вот до сюда, и я чуть-чуть даю вот, ну, столько, и срезаю. Все равно она будет натяжку в любом случае, да, и поэтому я срезала, обрезала, точнее, ее, и сейчас я ее просто вот так, таким образом поделю напополам. Можно, конечно, купить, но так как я хочу сегодня закончить эту свою модель, то и так будет замечательно. Ну и мы сейчас должны эти резиночки вставить в нашу бейку. Так, а видно, что я показываю, что я делаю? Так, мы вставляем. Где-то у меня такой крючок еще есть, помните? Я показывала. Ну, лень что-то было искать его, а вот булавка, она была у меня на видном месте. Пока что на таком этапе мы оставляем, потом будем двигать. Вот это с этой стороны. Конечно же, но я говорю, что будем потом двигать, регулировать сами бейки, и это мы будем уже в процессе примерки. Вот это плечо, как вы понимаете, это рукав. И сейчас мы сделаем все то же самое, только с другой стороны. То есть мы вставим резинку с другой стороны. Вот такое изделие у меня получилось новое. Надеюсь, видео вам было приятно смотреть и полезно, может быть, для кого-то было. Может, это новенькое, кто-то что-то узнал. Также очень хорошо, что я записала это видео, и вы можете оценить конкретно, сравнить то видео, которое я сразу надевала без стирки и уже со стиркой, то есть сравнить немножко, как изменилось само изделие. Также хочу сказать, что мне было приятно сегодня записывать это видео, и до скорых встреч. Всем пока. Сейчас покажу моих животных всех. Иди ко мне, моя красавица. Ой, ты моя холесия. Это мои дочки кошка, это Жасминка, толстушечка. Вот она такая красавица, моя девочка любимая. Да, очень хорошая кошка, очень хорошая коська. Такая прямо лапы какие большие, уже выросла, уже годик ей, вот годик недавно. Так, это моя Жасминка. Это уже моя Жасминка, потому что бросила ее мама. Да, бросила тебя мама. На гастроли поехала. Где моя куколка вторая? Красавица Мишелька. Мишельке 21 июня исполнился годик. Мишельке годик исполнился, да? Да. И знаете, она... У кого есть... Видите, что творится? Это пух. Пух летает, потом робот-пылесос будет собирать. Сейчас она лезет. Первый раз у нее была линька. Вот, моя красавица. Ты моя девочка, ты моя умничка. Да.
Первый раз была Линька. Вот. Да. Да. Ни на минутку я не пожалела. Вообще не было дня, что я обзавелась собакой. Именно вот Мишелькой. Вот именно вот этой породы. Вот, это моя красавица. Ну, а сейчас покажу Буську. Она, конечно, не в очень презентабельном виде, но мы уже скоро, я думаю, ее приведем в порядок. Раз у нас все пошло на выздоровление. Это моя Бусинка, это моя самая первая кошка. Умничка, интеллигентка. А это дочкина кошка. Вот она любит все сбрасывать. Ну, хорошая кошка тоже. И вот она только вот немножко отошла, очень похудела. И облезла тут шейка. Ну, в общем, вид, конечно, у нее не очень пока, но мы уже идем, мы выздоравливаем и будем красивыми скоро, да? Всем мы с животными говорим вам пока и до скорых встреч!